Насколько велико реальное расстояние между безмятежностью тропического отпуска и бушующим за ним штормом слухов? В то время как мир отдыхает от суеты индустрии развлечений, одно имя вновь сотрясает виртуальную вселенную. Ким Тэ-хьон, или, как его еще называют, Ви из BTS. Он был замечен на камеру наслаждающимся отпуском на Гавайях с компанией знаменитых корейских артистов, известной как Вуга Сквот. Но за улыбками, сияющими на их фотографиях, неизбежно возникает вопрос: где Чонгук? Почему золотой Макне BTS отсутствует в момент единения, который сейчас является горячей темой во всем мире? Всего одной фотографии, одной загрузки в Инстаграм достаточно, чтобы всколыхнуть весь мировой фандом. Тэ-хьон выглядит расслабленным, в белой льняной рубашке и широкополой шляпе в окружении своих старых друзей Пак Соджуна, Чхве Ушика, Пак Хьон Шика и Пик Боя. Они смеялись, наслаждались гавайским солнцем и излучали теплую ауру дружбы. Однако, как это обычно бывает, спокойствие длилось недолго. Фанаты тут же обратили внимание на одну недостающую деталь – присутствие Чонгука. Происходит ли что-то за кулисами между двумя участниками BTS, которые всегда считались самыми близкими среди 7 участников? Этот вопрос не лишен оснований. Ви и Чонгука всегда изображали как две стороны одной медали в мире BTS, дополняющих друг друга, часто даже становящихся символом искренней дружбы среди 7 участников. Но в последние месяцы публичное взаимодействие этих двоих, казалось, ослабло. Чонгук занят своей сольной деятельностью, в то время как Тэ-хьон все глубже уходит в актерскую и немузыкальную индустрию развлечений. Этот отпуск на Гавайях, похоже, расширил эту пропасть, или, по крайней мере, так это восприняла общественность. Но является ли все это просто совпадением, или за этим кроется нерассказанная история? Вуга Сквот и неуслышанный разрыв. Источники, близкие к корейской индустрии развлечений, сообщили, что Тэ-хьон давно планировал эту поездку с Вуга Сквот. Известно, что они очень близки с тех пор, как вместе снимались в драме «Хваран» в 2016 году, и их дружба остается крепкой даже на фоне все более расходящихся карьер. Некоторые слухи даже называют Гавайи особенным местом для группы, своего рода символом свободы, местом, где можно снять с себя маски знаменитостей. Однако в чувствительном ландшафте фандома любое маленькое решение может вызвать большой шторм. Тэ-хьону нужно время, чтобы успокоиться, сказал анонимный источник, цитируемый южнокорейскими СМИ. Он хочет наслаждаться личными моментами с друзьями без давления общественности. Но он также знал, что все, что он делает, неизбежно будет интерпретировано по-разному. Эти слова стали дополнительным топливом для спекуляций, потому что когда один участник BTS выбирает отпуск без другого, мир фандома мгновенно раскалывается. Часть армии ДПА защищала его, говоря, что каждый имеет право на личную жизнь и отдых. Но другие задавались вопросом: почему Тэ-хьон, кажется, проводит все больше времени с Вуга Сквот, чем с участниками BTS, особенно с Чонгуком? Еще более интригующим было то, что когда фотографии Тэ-хьона на Гавайях стали вирусными, Чонгук на самом деле загрузил нечто загадочное на свою социальную платформу. Короткое видео без подписей показывает его сидящим в студии записи и пристально смотрящим в микрофон. Его сопровождала только тихая музыка и взгляд, который многим фанатам показался грустным, даже опустошенным. Не потребовалось много времени. Социальные сети наполнились теориями. Это код? Чувствует ли Чонгук себя покинутым? Или он просто готовит что-то, что ответит на все любопытство? В мире BTS любое выражение может означать многое. И когда две такие большие звезды, как Тэ-хьон и Чонгук, находятся в центре внимания общественности, ни одна мелочь не может остаться незамеченной, особенно когда активно обсуждаются слухи о сольных проектах, фильмах и межмировом сотрудничестве. Некоторые отчеты сообщают, что Тэ-хьон рассматривает предложение международного проекта, которое сведет его с знаменитым голливудским актером, в то время как Чонгук, по сообщениям, находится на завершающей стадии работы над своим мировым альбомом, над которым он работает с ведущими продюсерами из США. Два разных пути, две большие мечты. Но означает ли это, что они отдаляются друг от друга? Эхо молчаливых слов. Давние фанаты BTS знают, что отношения между Ви и Чонгуком – это не просто отношения коллег. У них долгая история. От закулисного смеха, эмоциональных объятий на концертах до молчаливых моментов, снятых на камеру без сценария. В прошлом их часто видели вместе, даже вне рабочего графика, проводя время вместе, бесконечно шутя. Но теперь эта близость стала наблюдаться реже. В своем последнем интервью Тэ-хьон сказал: «И я узнал, что не все отношения должны быть видимы миру, чтобы быть значимыми». Фраза, которая звучит спокойно, но оставляет много места для толкования.
Была ли это форма защиты или тонкое признание того, что их отношения действительно изменились? Между тем, Чонгук однажды сказал во время своей прямой трансляции: «Я скучаю по простым моментам с людьми, которые были у меня в прошлом, но жизнь продолжается, не так ли?» Фраза, которая звучит легко, но в правильном контексте и в отсутствии взаимодействия с Тэхёном, оказывается похожей на кусочек головоломки, который трудно игнорировать. Возможно, за гавайской тишиной и тусклым светом студии Чонгука скрывается невысказанная эмоциональная история. Возможно, дело не в физическом расстоянии, а скорее в расстоянии во времени и направлении жизни, которое начинает меняться. Поскольку BTS переживают новую фазу после своего глобального успеха, каждый участник теперь идет своим путем. Однако для армий, выросших на их дружбе, это изменение ощущалось как небольшая, но тяжелая потеря. Интересно, что Вугасквад, сопровождавшая Тэхьона на Гавайях, на самом деле стала новым акцентом. Их дружба считается олицетворением зрелости и равновесия на фоне карьерного давления. Пак Со Джун, теперь известный в Голливуде благодаря Марвелам, сказал в интервью, что Тэхьон всегда знает, когда нужно остановиться и перевести дух. Фраза кажется простой, но несет глубокий смысл. Возможно, это та фаза, когда Ви познает истинное значение отдыха, но мир не перестанет спрашивать, где Чонгук во всем этом? Его не пригласили или он отказался по какой-то причине? В большой схеме BTS каждое решение всегда принимается после тщательного обдумывания. Хайп, агентство, под крылом которого они находятся, обычно очень осторожно организует публичный нарратив. Однако на этот раз не было никакого официального заявления, нет никаких разъяснений, нет никаких попыток закрыть растущую среди фанатов дыру спекуляций. И молчание Хайп на самом деле привело к тому, что слухи стали распространяться, как маленькие угольки, раздуваемые ветром глобальных сплетен. Некоторые международные форумы даже начали гадать, это начало разделения имиджа Ви и Чонгука, две фигуры которых называли родственными душами на сцене BTS, или это просто момент, когда они выбирают личный путь, прежде чем снова объединиться в своем следующем большом проекте. Источник в американской музыкальной индустрии упомянул, что у Чонгука очень плотный график в Лос-Анджелесе. Никаких проблем с Тэхьоном, они просто находятся на разных этапах, сказал источник. Однако в эпоху социальных сетей отсутствие взаимодействия часто воспринимается как тысяча опровержений, особенно когда миллионы глаз продолжают ждать маленьких знаков, лайков, комментариев или просто эмодзи от этих двух громких имен. Тем временем Тэхьон, похоже, наслаждается свободным временем на Гавайях. Он даже пообщался с фанатами, которым посчастливилось узнать его на пляже Вайкики. В одном из видео, которое стало вирусным в ТикТоке, фанат запечатлел момент, когда Тэхьон тепло улыбнулся и сказал: «Спасибо, что всегда поддерживаете нас». Слово «нас» оказалось в центре внимания. Это просто привычка или это скрытое сообщение о том, что единство BTS все еще живо, несмотря на расстояние? Когда на Гавайях наступила ночь, появились дополнительные фотографии. Тэхьон сидит у моря, смотрит в небо, окруженный Пак Сё Джуном и Пикбоем. Это прекрасное зрелище, но оно также мучительно, потому что за этим спокойствием мир смотрит с тысячей вопросов. Может быть, Тэхьон знает, а может быть и нет, но, несомненно, каждое его движение всегда имело широкий резонанс. А Чонгук вернулся в свою студию, сочиняя, записывая и загружая отрывки из старых песен. «Там, где знаем только мы», «Я шел по пустой земле», «Я знал путь, как свои 5 пальцев». Для фанатов это как молчаливое послание о том, что кто-то идет в одиночестве, но все еще помнит путь, который он когда-то разделял с кем-то. Начинается новая глава. Это Гавайи просто обычный отпуск, или это сигнал к изменению направления в дружбе, которая строилась годами? Чонгук просто занят, или его сердце говорит через его молчание? Мир может не узнать этого в ближайшее время, но одно можно сказать точно – эта история не закончена. Она просто меняет времена сезонов. Потому что в мире BTS нет ничего по-настоящему простого. Каждое молчание несет эхо, каждая улыбка может быть загадкой, и каждая поездка, даже отпуск, может открыть новую главу в истории, которую продолжает писать судьба, фандом и время. И между голубым гавайским небом и тусклым светом студии Чонгука эти два имени, Ви и Чонгук,
остаются связанными чем-то большим, чем популярность. Незаконченная история и чувство, которое, возможно, все то же самое, просто завернутое в молчание. Но незаконченная история теперь разворачивается глубже, словно открывая новую страницу, которая не была широко известна публике. После того, как фотографии Тэхёна с отпуска на Гавайях стали вирусными, через несколько дней цифровой мир снова потрясла одна, казалось бы, простая, но значимая загрузка. Чонгук опубликовал на своей личной музыкальной платформе никогда ранее не слышный отрывок песни. Его голос был мягким, меланхоличным, со словами, которые оставили многих слушателей безмолвными. «Даже когда волны уносят меня далеко, я буду помнить тепло берега». Само собой разумеется, эта строчка была немедленно связана армией с Гавайями, местом, где отдыхал Тэхён. Было ли это совпадением или тонкой формой общения между двумя друзьями, которые теперь разделены расстоянием? В виртуальном мире спорят бесконечно. Некоторые считают это просто произведением искусства, свободным выражением работающего музыканта. Но другие верят, что Чонгук, как всегда, писал от сердца. Он был известен как человек, который редко говорил о своих чувствах напрямую, но направлял их через музыку. И для тех, кто долго следил за путем BTS, этот образец кажется слишком знакомым, чтобы его не игнорировать. Тем временем корейские СМИ продолжают прослеживать следы этого отпуска. Эксклюзивный репортаж от развлекательного издания Dispatch сообщил, что Вуга Сквад не просто в отпуске, а планируют совместный документальный проект. Мы слышали, что они хотели записать историю своей дружбы во время этой поездки, что-то более интимное и личное, говорилось в отчете. Если это правда, это будет вторая документальная работа Тэхёна после успеха In the Soup Friendcation несколько лет назад. И снова имя Чонгука появляется среди комментариев фанатов. Почему он не является частью этой истории? Отсутствие Чонгука в кругу породило новый нарратив о том, что теперь он предпочитает затворнический образ жизни, сосредоточившись на музыке и своем личном мире. Но странно то, что каждый раз, когда он появлялся на публике, его взгляд часто казался усталым, хотя улыбка оставалась прежней. Чонгук сталкивается с огромным давлением, удерживая имя BTS на мировой арене, в то время как мир вокруг него меняется так быстро. И в то же время Тэхён, казалось, выбрал более свободный, более артистичный, более спокойный путь. Два разных жизненных выбора, но оба исходят из одного корня – единения, которое когда-то называли незаменимым. В радиоинтервью некоторое время назад один из участников Вуга Сквада, Чхаэ Шик, отозвался о фигуре Тэхёна так, что общественность была ошеломлена. Тэхёна трудно понять, но за его действиями всегда есть причина. Когда он решил уйти, это было не потому, что он хотел сбежать. Это было потому, что он хотел найти что-то, чего не хватало. Слово «не хватало» вызвало новую волну спекуляций. Что Тэхён ищет на Гавайях? Покой, вдохновение или кого-то? Армия, давно знающая динамику между Ви и Чонгуком, понимает, что их дружба не всегда была гладкой. Они когда-то ссорились, когда-то отдалялись, но всегда возвращались. В документальном фильме «Break the Silence» у них было время поговорить об этом трудном моменте. Чонгук сказал: «У нас разные способы выражения, но в конце концов мы всегда находили способ понять друг друга». В то время как Ви добавил: «Я знаю, что Чонгука иногда трудно понять, но я также знаю, что он всегда был искренен». Эта фраза теперь ощущается как тень прошлого, возвращающаяся мягкая, но проницательная. Со временем общественность начинает осознавать, что происходящее может быть не просто слухами или личным расстоянием. Это может быть частью великого пути, который проходит BTS как личности. С момента их решения сосредоточиться на сольной деятельности, динамика между участниками действительно резко изменилась. Они больше не выступают каждую неделю вместе, не делят сцену на каждом концерте. Но, с другой стороны, это изменение также показывает и зрелость то, что у каждого из них теперь есть свой мир, но они по-прежнему несут одно громкое имя – BTS. Сам Тэхён в интервью «Эль Корея» однажды сказал: «Я никогда не бываю по-настоящему одинок, потому что куда бы я ни пошел, я беру с собой BTS». Заявление, которое успокаивает, но также таит в себе печаль, потому что чем больше он бежит к своей мечте, тем больше расстояние, которое отделяет его от простых старых дней. Через несколько дней после того, как слухи о Гавайях достигли своего пика, источник из Хайби Financial наконец дал краткий комментарий СМИ. Между участниками BTS нет никаких проблем. Они по-прежнему часто общаются друг с другом и поддерживают деятельность друг друга.
Но фанатам показалось, что это заявление слишком формальное, слишком холодное. Они не искали деловых разъяснений, они скучали по теплу, которое раньше казалось реальным, когда Тэхён и Чонгук вместе сменялись на экране. Затем произошло нечто удивительное. Фанат поделился старой фотографией Тэхёна и Чонгука на Гавайях 2018 года, когда BTS находились в периоде массового продвижения в Америке. На фото они сидят на песке, беззаботно смеясь, а позади них небольшие волны. Снимок внезапно снова стал вирусным, используемый ARMY как символ памяти о прошлом, который теперь кажется далеким. «Они раньше были в одном месте», — написал один пользователь. «Может быть, сейчас они просто идут по разным дорогам, но кто знает, позже они встретятся на одном перекрестке». Комментарий набрал более 2 миллионов лайков, что доказывает, насколько эмоциональное отношение между этими двумя фигурами для публики. Среди потока слухов и спекуляций остается только коллективное томление, тоска по времени, когда Ви и Чонгук были двумя молодыми друзьями, которых волновала только музыка и мечты. Между тем, недавние отчеты предполагают, что Чонгук готовит нечто большее, чем его сольный альбом. Глобальный проект – кросс-тоновое сотрудничество, которое подтвердит его позицию как настоящего международного артиста. Многие полагают, что именно эта занятость мешает ему участвовать в гавайском отпуске. Но может ли занятое сердце сдержать тоску? В этом трудно быть уверенным. Тэхён, с другой стороны, начал демонстрировать изменения настроения в своих постах. После возвращения домой с Гавайев его сообщения в социальных сетях выглядели более рефлексивными. Он поделился фотографией ночного неба с короткой подписью «Где-то между покоем и тоской». Это предложение такое поэтичное, но в то же время загадочное. Некоторые фанаты уверены, что это была символическая форма общения, как будто он хотел сказать, что, несмотря на покой, в его сердце было что-то, что еще не завершилось. Они живут на двух разных орбитах. Чонгук со своим все более широким и современным миром музыки, преследующий глобальное звучание. Тэхён со своим художественным и кинематографическим миром, продолжающий глубоко погружаться в эстетику и эмоции. Однако в самой глубокой точке они оставались частью одной большой звезды – BTS. И, подобно звездам на небе, они могут казаться далеко друг от друга, но они все еще связаны одной и той же гравитацией. Ближе к концу года стали появляться новые слухи. Тэхён и Чонгук, по слухам, выступят вместе на предстоящем специальном концерте BTS в честь годовщины. Официального подтверждения пока нет, но слухов достаточно, чтобы зажечь новую надежду в сердцах ARMY. Станет ли этот момент поворотным? Или это просто ностальгический профессиональный взгляд? До сих пор никто не знает наверняка, но очевидно, что поездка на Гавайи стала большим символом, чем просто отпуск. Она становится метафорой человеческого поиска идентичности, расстояния и связи, которые сохраняются, даже когда меняются времена и направления. На одной стороне мира Тэхён ходит под тропическим солнцем, находя покой среди волн и смеха своих старых друзей. С другой стороны, Чонгук сидит в тихой студии, создавая мелодию, которая, возможно, родилась только из общего чувства – тоски. И, возможно, только время сможет ответить на все вопросы, которые сейчас висят в воздухе. Осталась ли их дружба прежней? Является ли это расстояние временным или признаком необратимых изменений? Пока мир может только гадать, но одно можно сказать наверняка. Каждая секунда истории Ви и Чонгука оставляет след в сердцах, в песнях, на старых фотографиях и воспоминаниях, которые никогда не поблекнут. Потому что, в конце концов, даже среди бескрайнего океана Гавайев и тишины комнаты для записи, одна истина остается вечной. Они оба являются частью одной и той же истории. История о двух молодых душах, которые выросли вместе, на мгновение заблудились на жизненном пути, но всегда связаны чем-то более глубоким, чем просто громкое имя. И вот, когда солнце садится за гавайский горизонт, а звук волн стихает среди полуденного бриза, мир все еще смотрит на две фигуры, которые никогда не перестают завораживать. Ви и Чонгук. Две молодые звезды, которые выросли вместе, улыбались вместе, но теперь стоят на двух разных сценах. Время и расстояние, возможно, изменили вещи, приоритеты, даже цели. Но единственное, что никогда не угасает, это то настроение, которое они оставляют в сердцах миллионов людей, которые их любят. Отпуск Тэхёна на Гавайях с Вуга Сквот — это необычная поездка. Он стал символом свободы, поиска и зрелости. Среди спокойствия тропического острова он, казалось, писал новую главу своей жизни,
главу о поиске себя, не теряя прошлого. И, возможно, между смехом и волнами была тень Чонгука, которая никогда не была по-настоящему далеко, присутствуя в молчании, в памяти, в каждом шаге, который они когда-либо разделяли. Тем временем Чонгук продолжает писать свои собственные истории в звуке и тоне, и приглушенном голосе, как будто было сообщение, которое не было произнесено, но могло быть ощущено. Не всякое расстояние означает разлуку. Иногда расстояние на самом деле дает пространство для роста, чтобы понять значение единения более зрелым способом. В каждой создаваемой им мелодии есть общее чувство. Теплое, честное и немного меланхоличное. Чувство, которое когда-то мог понять только тот, кто точно знал, кто он такой за этой грандиозной сценой. Армии, которые были свидетелями их пути от подростков до глобальных икон, теперь находятся между двумя эмоциями. Счастьем от того, что видят их зрелость, но также тоской по простым моментам, которые когда-то казались вечными. Они знают, что жизнь заключается не в том, чтобы всегда идти бок о бок, а в том, чтобы сохранять одно и то же направление, несмотря на то, что идут по разным путям. И в этом случае Ви и Чонгук все еще шагают по одной орбите, под одним светом, с незаконченной судьбой. Возможно, однажды, когда весь шум утихнет и мир перестанет гадать, эти двое снова выйдут на одну сцену, улыбнутся, как раньше, и докажут, что расстояние недостаточно, чтобы разделить сердца, которые когда-то выросли вместе. До этого дня Гавайи останутся запечатленным символом, местом, где сходятся безмятежность и тоска, местом, где одна глава заканчивается и начинается новая. И мир будет продолжать ждать. Потому что каждый раз, когда упоминается имя Ви, тень Чонгука всегда следует за ним. Каждый раз, когда Чонгук поет, эхо его имени, кажется, касается чего-то, что они когда-то делили вместе. Они могут идти своими путями, но их история — это не о разлуке. Это история о пути, о двух молодых душах, которые находят смысл зрелости, любви и дружбы в молчании более глубоком, чем слова. Ибо за всем этим прожектором, за новостями и слухами, есть только одна простая, но вечная истина, что Ви и Чонгук, несмотря ни на что, всегда будут частью одной большой истории под названием BTS. Истории о 7 молодых людях, одной мечте и миллионе воспоминаний, которые никогда не по-настоящему не закончатся.